Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такой вариант шапочки-ушанки из пряжи букле. Вязать я буду без кетлевки, просто обвязкой. Вяжется шапочка очень быстро и интересно. Я буду вязать на обхват головы 52 сантиметра. В 1 сантиметре у меня 1 петля. 2 сантиметра я оставлю на растяжение шапочки, то есть всего у меня должно быть 50 петель. Небольшую часть, примерно 10%, оставляем на затылочную часть. Я оставлю 6 петелек и распределим петельки для козырька и ушек. Делим оставшиеся 44 петли на 3 части. Ушки у меня будут закругленные у основания. На них я оставляю по 14 петель. Козырек тоже будет закругленный, но не так сильно. На него я оставлю 16 петель. Ушки мы вяжем снизу вверх. Я буду набирать по 8 петель, потом буду делать прибавочки плюс 2 и плюс 2. Всего будет 14 петель. На козырек я наберу 12 петель и сделаю 2 прибавки. Будет 16 петель. То есть 6 петель затылочек, 14 петель ушки и 16 петель козырек. Вязать я буду из Drops Alpaca букле в 3 ниточки. Здесь 140 метров на 50 грамм. В составе альпака, шерсть и немножко полиамида. Вязать я буду от 3 моточков. Складываем 3 ниточки вместе и обычным способом на спице номер 6 набираем 8 петель. Мы начинаем вязание с ушка. Набрали 8 петелек, разворачиваемся, первую кромочную снимаем, делаем накид, вяжем до конца ряда, в конце ряда тоже сделаем накид, делаем прибавочки для равномерного закругления ушка. Перед кромочной накид, кромочная изнаночная. Во втором ряду кромочную снимаем, наш накид провязываем скрещенной лицевой за заднюю стеночку. Вяжем до конца лицевыми петлями до нашего второго накида. Его тоже провязываем за заднюю стенку скрещенной лицевой. Кромочная изнаночная. В третьем ряду снова делаем прибавочки. Кромочную снимаем, накид, вяжем до конца ряда. В конце ряда перед кромочной снова накид, кромочная изнаночная. В четвертом ряду кромочную снимаем, провязываем наши накиды скрещенными лицевыми. Далее обычные лицевые, за переднюю стеночку все провязываем. И снова накид за заднюю стенку, скрещенной лицевой, кромочная изнаночная. В следующем ряду делаем еще одну прибавочку. После кромочной делаем накид, вяжем до конца ряда. В конце ряда накид, кромочная изнаночная. Здесь провязываем наши накиды скрещенными лицевыми за заднюю стенку. До конца ряда вяжем обычные лицевые за переднюю стенку. В конце ряда наш накид провязываем скрещенной лицевой, кромочная изнаночная. Мы закруглили наше ушко. Далее будем вязать просто платочной вязкой. Все петельки будем провязывать лицевыми без накидов. Будем вязать так 24 ряда. Все петельки обычными лицевыми будем провязывать за переднюю стенку, с лицевой стороны и с изнаночной. Последнюю кромочную изнаночной, а первую кромочную просто снимаем. Я провязала еще 24 ряда. Длина моего ушка 13 сантиметров. Заканчиваем его так, чтобы рабочая нить была с той же стороны, что и кончик наборного ряда. Таким же образом вывязываем и второе ушко. Приступаем к вязанию козырька. На спицу номер 6 я набираю 12 петель. В первом ряду кромочную снимаем, делаем накид,
Вяжем лицевые петельки за переднюю стенку до конца ряда. В конце ряда делаем накид перед кромочной, кромочная, изнаночная. Во втором ряду кромочную снимаем. Наши накиды провязываем скрещенными лицевыми за заднюю стенку. Все остальные петельки обычными лицевыми за переднюю стенку. Накид наш провязываем скрещенной лицевой, кромочная, изнаночная. В третьем ряду кромочную снимаем, делаем еще одну прибавочку, накид, далее обычные лицевые. В конце ряда перед кромочной еще один накид, кромочная, изнаночная. В четвертом ряду наши накиды провязываем скрещенными лицевыми, далее обычные лицевые за переднюю стенку. В конце ряда накид провязываем скрещенной лицевой, кромочная, изнаночная. У нас на спицах 16 петель. Далее будем вязать без прибавок платочной вязкой. Все петельки будем провязывать лицевыми за переднюю стенку в каждом ряду. Последнюю кромочную, изнаночную, первую кромочную снимаем. Я провяжу 12 таких рядов. «12 рядов провязали. Рабочая нить у нас с той же стороны, что и кончик наборного ряда. Теперь соединяем все детальки воедино. 2 ушка у нас готовы и козырек. Берем нашу рабочую нить, на круговые спицы номер 6 обычным способом набирая 6 петель. Это наша затылочная часть. Подсоединяю первое ушко. Подвожу к нашей рабочей нити. Провязываю все петельки с нашего ушка лицевыми. Провязали наше ушко, подвожу козырек. Со стороны рабочей нити все петельки также провязываю лицевыми за переднюю стенку. Подвожу следующее ушко, провязываю все петельки со второго ушка. И замыкаем вязание в круг. Подводим к рабочей нити нашу затылочную часть. Можно повесить маркер начала ряда. И в этом ряду все петельки мы будем вязать изнаночными. Провязываем все петли по кругу изнаночными за переднюю стенку. Я довязываю ряд, переодеваю маркер. В этом ряду у нас все петельки лицевые, вяжем за заднюю стенку. Таким образом у нас формируется платочная вязка по кругу. В первом ряду все петельки лицевые, во втором ряду все петельки изнаночные. Так чередуем ряды и вяжем на нужную нам высоту шапочки. Я провязала 16 сантиметров, и мы начинаем закрывать макушку. Будем уменьшать петельки, провязывать по 2 вместе лицевой за заднюю стенку. 2 петельки вместе лицевой, 2 вместе лицевой. Так вяжем до конца ряда. Во втором ряду провязываем 2 петельки вместе изнаночной за переднюю стенку. Снова 2 вместе изнаночной за переднюю стенку. Так делаем убавочки до конца ряда.
И еще один ряд убавок у нас по 2 петельки вместе, лицевой за заднюю стенку. Отрезаем нить, вставляем в иголочку с широким ушком и пропускаем ее сквозь все наши петельки. Затягиваем, уводим нить наизнанку. Закрепляем и прячем кончики. Также прячем все кончики, которые у нас остались на шапочке. Такая милашка у нас вышла. Теперь приступаем к обвязке краев шапочки. У меня пряжа BBB Merino 12 красивого нежно-розового цвета. Начинаю обвязку затылочной части. Вводим крючок под кромочную, вытягиваем петельку. Далее вводим крючок под следующую кромочную, вытягиваем еще одну петлю. Делаем воздушную петлю и пропускаем сквозь нашу первую. Снова под кромочную вытягиваем петлю, провязываем 2 петельки. Вытягиваем петлю, провязываем 2 петельки. Можно взять любую пряжу. Лучше, чтобы ниточка была толстенькая. По цвету тоже не имеет значения. Можно взять и какую-нибудь контрастную нить. Так мы будем обвязывать по всему периметру шапочки. Но на середине ушка нам надо еще вывязать веревочку. Я дошла до середины ушка. Здесь я буду набирать 40 воздушных петель. Набрали 40 воздушных петель и возвращаемся. За заднюю перемычку петельки вводим крючок, вытягиваем нить, провязываем через 2 петельки. Снова за заднюю перемычку провязываем через 2 петельки. И так возвращаемся к основанию нашего шнурочка. Я вернулась к нашему ушку и далее продолжаю обвязывать шапочку по периметру. Под кромочную вытягиваю петельку и пропускаю через 2. На втором ушке тоже вывяжем такой же шнурочек. Я закончила обвязывать нашу шапочку. Вытягиваем петельку, отрезаем нить. Вставляем в иголочку. Находим нашу первую горизонтальную петлю. Вот эта петля у нас вертикальная, а это первая горизонтальная. Вводим иголочку под эту петельку, затем в основании предыдущей косички вводим нить наизнанку. Там закрепим и спрячем. У нас получается такая непрерывная красивая косичка. Наша шапочка готова. Отправляем ее стираться. Я стираю в машинке на режиме ручной стирки. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.